Ребята, всем привет! Вы на канале Warcraft, и сегодня сделаем такую вот деревянную качель своими руками всего за один день. Кому это интересно, посмотрите это видео до конца, я вам все покажу и расскажу. Итак, для основания качели нам понадобится 4 бруска 10 на 10 см длиною плюс-минус 2,5 метра. Измеряем и режем циркулярной пилой бруски. Потом ножовочкой режем недостающий сантиметр. Строгаем дерево со всех сторон рубанком. Переходим к самому интересному. Кладем брус друг на друга, измерив расстояние между ними 140 см и от импровизированного пола до будущей поперечины 2 метра. Карандашом отмечаем места, где нужно сделать пропил. Измеряем толщину бруса, делим пополам и на эту глубину выставляем диск пилы. Делаем пропилы через каждые 5-10 мм. Далее при помощи топорика откалываем и стамеской и молотком убираем все лишнее. Аналогично делаем второй брусок. Забиваем брус в брус. Пером на 30 сверлим углубление для шайб болтов. Сверлом на 10 делаю отверстие для болтов, поднимаем нашу конструкцию и протискиваем болты и ключами все закручиваем. Теперь делаем распорки. Их делаем из доски 5 на 10 см длиной 160 мм. Примеряем на место. Измеряем одинаковые расстояния от пола, отмечаю места срезов и подготавливаю эти самые распорки. После чего фиксирую их на ножки саморезами по дереву длиной в 100 мм. Далее снизу, а потом и сверху прикладываем какой-нибудь прямой предмет для того, чтобы разметить линии пила. Где-то на 10 градусов и отпиливаем.
Вот такие конструкции у нас получились. Теперь подготавливаем несущий брус 10 на 10 см длиной 2 метра, на который будет крепиться качель. Примеряем к стойке и отмечаем места среза. Отрезаем проем простой ножовкой, так как электроинструментом туда не пробраться. Ну что, детали готовы и можно примерить, как все выглядит. Теперь переходим к изготовлению распорки, которая будет крепиться снизу между стойками и будет придавать стойкости нашей качели. Делать ее мы будем из доски 10 на 5 см длиной 2 метра, как и наш несущий брус. Пробуем конструкцию на прочность. Дополнительно из той же доски 5 на 10 см изготавливаю угловые распорки, которые будут крепиться между основой и несущим брусом. Отрезаю доски длиной 25 см и торцую с обоих сторон на 45 градусов. Также с одной стороны отрезаю пилой под 45 градусов треугольник по центру, чтобы смотрелось лучше после крепления на несущий брус. Саморезами на 10 см креплю их вот таким вот способом. Отступаю по 20 см с каждой стороны на бруске, тем самым расстояние между цепей будет 150 см. Просверливаю, устанавливаю болты, а на них карабин. После этого шлифую все недочеты. Устанавливаем качель на ее законное место. Ну что же, каркас качели готов и можно приступить к изготовлению скамейки. Для этого я взял пару брусков 45 на 45 мм. Отмечаем 50 см. Таких брусочков нам надо 4 штуки и 2 по 60 см. Отрезаем и крепим их между собой болтами с гайками и шинами на 10. Я лично крепил на шпильках, которые у меня остались с прошлого проекта. Угол скамейки подобрал на глаз.
пора закрепить доски скамейки. Я взял 5 досок шириной 15 см, толщиной 3 см, отрезал длиной в 150 см и закрутил саморезами. Также снизу посередине закрепил все доски между собой бруском для лучшей прочности.